Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодняшнее видео посвящено созданию печатной платы с помощью сервиса EasyEDA и последующим ее заказам на GLC PCB. В результате мы получим примерно вот такую вот печатную плату, которую я использовал при создании самодельного термометра на основе AT-Tiny13. Если не смотрели, ссылка на видео есть в описании и подсказках. Итак, перейдем к отрисовке печатной платы. Открываем сайт easyede.com. Здесь на главной странице можно загрузить версию для ПК, для различных операционных систем. Тогда можно работать офлайн, то есть без подключения к интернету. Но весь функционал доступен и в браузерной версии, которой я пользуюсь, и о которой будет сегодняшний рассказ. Если на сайте не зарегистрированы, то вначале нужно зарегистрироваться, нажав кнопку «Регистр». Открывается форма регистрации, где нужно указать имя пользователя. Оно должно быть уникальным, так что просто юзер не сгодится, а вот такое вот вполне. Далее указывается электронная почта, куда придет ссылка для подтверждения регистрации, и пароль для входа в личный кабинет. Job Function можно выбрать любую, ни на что это не влияет. Может быть, только если выберете инженера, сделаете +1 вот этому счетчику на главной странице. Отмечаете, что вы не робот, и нажимаете кнопку «Создать аккаунт». Если аккаунт уже есть, на главной странице нажимаем кнопку «Логин» и входим по своему имени пользователя или указанной при регистрации электронной почте и паролю. После авторизации нажимаем EasyEDA Designer и попадаем на стартовую страницу. Первое, что можно сделать, если это не произошло автоматически, это выбрать в настройках свой язык. Если он тут есть, конечно. Хотя учитывайте, что кроме английского, другие языки, во всяком случае на русский, перевод выполнен не полностью. После установки желаемого языка нажимаем кнопку «Новый проект». Здесь мы можем задать имя новому проекту, под него автоматически создается папка. Так как речь идет о термометре на основе AT-Tiny13, назовем проект, например, AT-Tiny13 Thermo. У нас открывается лист, на котором нам предстоит создать вначале принципиальную схему. Изначально нужно найти в библиотеке все компоненты, которые мы в дальнейшем будем размещать на печатной плате, и добавить их на принципиальную схему. И, естественно, правильно соединить. То есть возвращаемся к нашей схеме, которую мы собирали на макетной плате, и смотрим, что нам нужно. Во-первых, это мозг устройства AT-Tiny13. Раз уж мы создаем печатную плату, то AT-Tiny13 будем использовать не в DIP-корпусе, а в SOP-корпусе, то есть в корпусе для поверхностного монтажа. Детали в корпусе для поверхностного монтажа почти всегда стоят дешевле, чем в DIP-корпусе, да и выглядит готовое изделие более профессионально. Переходим в раздел «Библиотека» и в поисковой строке вбиваем AT-Tiny13. Тут следует учитывать, что помимо экстравагантных вариантов Moore, MMU, у Tiny13 в SOP-корпусе есть две основных модификации – SU и SSU. По характеристикам они полностью одинаковые, но отличаются размером корпуса. У SU квадратный корпус размером 5,3 на 5,3 мм, а у SSU корпус прямоугольный, меньшего размера. Длина у него 4,9 мм, а ширина 3,9 мм. Кстати, Tiny13 в SSU корпусе обычно чуть дешевле. Цену на компонент можно посмотреть в левом нижнем углу. Это цена, если заказывать компоненты на сайте LCSC. Она же будет действовать, если заказывать плату на GLC PCB с уже припаянными на плату компонентами. У меня AT-Tiny13 в корпусе SSU, так что выделяем ее и нажимаем кнопку «Вставить», тем самым добавляя на схему.
В библиотеку компонентов также можно перейти, нажав правую кнопку мыши и выбрать пункт Place Component. И еще те компоненты, с которыми работаете, можно добавлять в закладки, чтобы потом их не искать, нажав на значок сердечко справа. Все, мы добавили компонент в избранные. Посмотреть добавленные в избранные компоненты можно на вкладке Workspace. Отсюда же можно добавить компонент на рабочий стол. Дальше нам нужно добавить дисплей, то есть 7-сегментный светодиодный индикатор. Его оказалось проще найти не по словам дисплей, или сегмент-индикатор, или сегмент-дисплей-индикатор и так далее, а по цифре 0.56. Дело в том, что даже этих светодиодных индикаторов не только много разновидностей, но они еще и разного размера. А 0.56 это размер данного дисплея в дюймах. Ищем опять же прежде всего во вкладке LCSC, где почти всегда есть 3D модель компонента, что будет очень удобно на следующем этапе создания печатной платы. Вот как раз есть FG5461 AH Red. Можно нажать на иконку PDF документа и перейти на сайт, где будет подробное описание компонента, картинки, ссылка на даташит. В общем, сразу добавляем его в избранные и помещаем на схему. Теперь, чтобы управлять дисплеем, нам нужен сдвиговый регистр. Чтобы не придумывать ничего нового, возьмем тот же сдвиговый регистр 74HC595, какой мы использовали на макетной плате, только в корпусе для поверхностного монтажа. Вот страница на AliExpress, где их заказывал сразу 10 штук. Все ссылки на компоненты будут в описании к видео. Переходим в библиотеку и вбиваем в поиск 74HC595. Выводится большой список. В DIP-корпусе нам не нужны. Даже пусть у нас в поиске будет 74HC595D, чтобы сузить поиск. Собственно говоря, вот они у нас в начале списка. Давайте пройдемся по списку, выберем корпус и посмотрим, какие есть в наличии. Корпус у нас SOP16. Вот тут 4 есть варианта от разных производителей. Это явно какой-то китаец, а вот корейский сдвиговик. И сразу по цене видно, что в 8 раз кореец дороже. Ну, нам сейчас без разницы, сколько какой стоит. А если будете заказывать вместе с напайкой компонентов, то учитывайте разницу в производителях и ценах. Выберу вот этого китайца. У него как-то картинка на схеме будет компактнее. Добавляем в избранный и на схему. Все, с библиотекой компонентов закончили. Теперь переходим к стандартным компонентам. Температуру измерять будем датчиком DS18B20 в герметичном корпусе. Следовательно, на плате нам нужен будет разъем для его подключения. Подключается он, мы все это разбирали в отдельном видео, 3 проводами: земля, питание и сигнальный провод. Переходим в библиотеку стандартных компонентов EELIP. Прокручиваем вниз до раздела «Коннекторы». С буквой M у нас Male, с буквой F Female. То есть по-русски папа и мама. Здесь, нажав стрелочку вниз, можно выбрать сколькипиновая. Нам нужна гребенка контактов. Выбираем вариант 3. А 2,54 это у нас стандартный размер в миллиметрах между ножками DIP компонентов. Точно такой же шаг отверстий на макетной и монтажной плате. Давайте для примера разместим рядом двухпиновое гнездо. Чтобы посмотреть, как в реальности выглядит компонент, нужно нажать на него и в окне параметров прокрутить вниз и нажать кнопку View Datasheet. Открывается отдельная страница и видим, что это стандартная трехпиновая гребенка контактов.
И то же самое проделаем с компонентом, который у нас female. И видим, что это вполне знакомое двухпиновое гнездо. Также можно проделать со всеми остальными компонентами, взятыми из вкладок со стандартными компонентами. Двухпиновое гнездо нам не нужно, так что удаляем его. Теперь по схеме нам нужно добавить 5 резисторов. 4 для общих катодов светодиодного индикатора по 220 Ом. И один резистор нам нужен в схеме подключения датчика температуры. Резисторы у нас находятся в начале списка стандартных компонентов. Здесь также, нажав стрелочку вниз, можно выбрать различные размеры. Я выберу 1206. Это резистор 3,1 мм по длине и 1,6 мм по ширине. Он не слишком мелкий, чтобы с ним неудобно было работать в домашних условиях, и все же достаточно миниатюрный. В общем, на мой взгляд, оптимальный вариант для подобных схем. С остальными популярными размерами резисторов можно ознакомиться в таблице. Размещаем резистор на схеме, только изменим его имя с 1К на 220, чтобы схема была читабельнее. Добавим еще 3 таких же резистора через меню «Копировать, вставить» или классическим сочетанием клавиш Ctrl-C скопировать, Ctrl-V вставить. Вот мы получили 4 резистора номиналом 220 Ом и еще добавим один резистор номиналом 4,7 кОм. Так, светодиодный индикатор у нас есть, микроконтроллер, сдвиговой регистр, подключение для датчика температуры, не хватает только источника питания. Питать всю схему я буду от батарейки таблетки КР2032 на 3,3 вольта. Для этого на схеме нужно предусмотреть отсек для батарейки. Для поиска отсека нам не нужно углубляться в дебри, он есть в стандартных компонентах. Прокручиваем список до источников питания, и вот он идет первым номером. Выбираем КР2032 BS21. Сразу можем убедиться, перейдя в его даташит, что это именно то, что нам нужно. Тут есть еще другие варианты, но нас они не интересуют. Теперь переходим к самому интересному, к образованию схемы из того, что мы накидали на лист. Вначале разместим все более упорядоченно, чем сейчас. Тени 13 разместим слева, сдвиговой регистр справа, светодиодный индикатор внизу. Выделим все резисторы 220 Ом и перенесем их ниже светодиодного индикатора, так как именно здесь они подключаются к общим катодам. Перевернем их на 90 градусов, нажав кнопку «Пробел», и выровняем по высоте. Датчик температуры у нас подключается к пятой ножке, то есть PB0, так что разместим его внизу от микроконтроллера. Для удобства чтения схемы у разъема подключения датчика температуры изменим название пинов с 1, 2, 3 на те, что соответствуют даташиту датчика, то есть GND, DQ и VDD. Нажав поочередно на каждую из цифр и переименовав ее. И вообще выделим разъем и переименуем его в DS18B20, так будет понятнее. Теперь перейдем к соединению компонентов. Сначала подключим датчик температуры к микроконтроллеру. Это у нас самое простое подключение. В окошке соединения нажимаем на самую первую картинку Wire и соединяем пятый пин микроконтроллера и пин DQ датчика. Не забываем, что нам нужно связать этот J-пин с резистором на 4,7 кОм. Теперь подадим питание для датчика. Для этого используем значки подключения к сети питания и земли. VDD это у нас питание, так что подключим его к сети VCC, а GND соответственно к земле.
Также не забываем, что к питанию еще нужно подключить резистор на 4,7 кОм. Сразу же добавим питание и землю другим элементам. С батарейкой все просто. Слева у нас плюс, а справа минус, ну или соответственно у нас земля. Также у микроконтроллера все достаточно просто. И пины для подключения питания и земли обозначены на схеме. А со сдвиговым регистром чуть сложнее. Помимо обозначенных пинов земли и питания, нам нужно подключить к земле 13 пин, а к питанию 10 пин. По работе со сдвиговым регистром я рассказывал в отдельном видео, ссылка в описании и в подсказках. Теперь все пины с буквой Q сдвигового регистра нам нужно подключить к светодиодному индикатору соответствующей буквой. То есть QA к A, QB к B и так далее. После этого нам нужно подключить сдвиговый регистр к микроконтроллеру. Соединяем 14-ю ножку сдвигового регистра с 7-й ножкой от Etini, 12-ю ножку с 6-й ножкой и 11-ю ножку сдвигового регистра с 3-й ножкой. И так как у нас данные ножки микроконтроллера еще и выполняют функции работы с дисплеем, то соединяем PB1 с 6-й ножкой дисплея, PB2 с 8-й ножкой, PB3 с 9-й и PB4 с 12-й. В данном случае порядок подключения может быть и другой, все равно какая ножка и с каким разрядом индикатора работает, мы задаем в скетче. Девятая ножка сдвигового регистра служит для последовательного подключения еще одного регистра. Я об этом рассказывал в видео про их последовательное соединение. Но в данном случае подключать мы ее никуда не будем, так что отметим соответствующим флагом «Не подключено». Все, принципиальная схема термометра собрана. В качестве образовательных целей, как я делал в своем видео, еще можно предусмотреть подключение светодиода или реле, которые будут срабатывать при достижении определенной температуры. И как раз задействовать первую ножку от Etini. В общем, возьмем от Etini 13 все возможное. Но, конечно же, придется поработать со фьюзами. Ссылка об этом тоже есть в подсказках. Добавим еще двухпиновый коннектор и одну его ножку свяжем с пином PB5 микроконтроллера, а другую с землей. И назовем реле. Сохраняем схему. Можно нажать Ctrl-S и переходим к созданию печатной платы. Для этого в меню «Дизайн» нажимаем «Преобразовать схему в печатную плату». Вначале нас спросят, какого размера мы хотим получить плату. Пока здесь можно задать приблизительные значения, которые потом можно будет изменить. Например, 100 на 50. Важно получить плату с одной стороны как можно компактнее, с другой стороны, чтобы было место для размещения всех компонентов и проведения соединительных дорожек. И положение платы задаем по нулям, это нам в дальнейшем поможет. Выделяем все компоненты и перемещаем вовнутрь области печатной платы. Кстати, после того, как переместили все компоненты на область печатной платы, можно включить 3D вид платы, нажав соответствующую кнопку на панели инструментов, чтобы сразу посмотреть, отрисовались ли компоненты на плате. И если у каких-то компонентов нет 3D модели, то можно их заменить на принципиальной схеме. Или найти для них модель через инструменты 3D модуль менеджер.
Ну и тут, конечно же, сразу наглядно видно, что светодиодный индикатор у нас с той же стороны, где и все остальные компоненты, а он нам тут не нужен. Он будет с оборотной стороны платы. Зажав левую кнопку мыши, можно рассмотреть плату со всех сторон, а также в параметрах изменить цвет платы и видимость различных слоев. Помимо 3D вида есть 2D вид. По сути, это картинка того, что получится в итоге при заказе у китайцев или самостоятельном изготовлении. Ну, о самостоятельном изготовлении поговорим как-нибудь в другой раз, а сейчас вернемся к размещению компонентов на плате. Выделяем светодиодный индикатор и в окне параметров в самой верхней строке выбираем нижний слой. Тем самым мы его перемещаем на другой слой. Можем открыть 3D модель и увидеть, что действительно дисплей переместился на нижний слой. Подвинем его так, чтобы индикатор был как можно ближе к левому краю, и с другой стороны его ножки не заходили бы под отсек для батарейки. Вот так вот. То, что дисплей немного перекрывает площадку для припаивания отсека для батарейки, не страшно. Мы сначала припаяем отсек, а потом светодиодный индикатор. Более того, мы не обязаны припаивать дисплей вплотную к плате, а можно оставить небольшой зазор. Чтобы обозначить этот зазор на 3D модели, выделяем дисплей и в поле 3D Model меняем значение по оси Z с минус 3,5 на минус 2,5 мм. И нажимаем «Обновить». Переходим снова к 3D модели и видим этот зазор в 1 мм. По сути, на этом этапе мы уже определились с минимальным размером платы, который и определили два наших самых крупных компонента. По высоте это отсек для батарейки, и по ширине это светодиодный индикатор. Можно выбрать инструмент «Измерить». По ширине у нас достаточно 60 мм, а по высоте 30 мм. Переходим в инструменты, установить границу листа и задаем размеры 60 на 30. Все, теперь все оставшиеся компоненты у нас должны разместиться внутри получившегося прямоугольника. Но прежде, чтобы контуры дисплея нам не мешали, отключим нижнюю шелкографию и последний слой в этом списке документ. Остались только отверстия под индикатор, что нам, в общем-то, и нужно. Еще в самом начале нужно предусмотреть, как наша плата будет крепиться к корпусу. Самый стандартный вариант 4 винтами по 4 углам. Выбираем инструмент «Отверстие» и размещаем отверстие в левом верхнем углу. Нажимаем на отверстие, размер у него 2 мм, меня это вполне устраивает, а центр отверстия разместим на расстоянии 2 мм и минус 2 мм, то есть по 1 мм от границы платы до отверстия. Вот почему вначале важно верхний левый угол платы разместить в точке начала координат, потому что привязка всех остальных объектов идет к абсолютным координатам всего поля, а не области платы. Теперь добавим на плату еще 3 отверстия, не особо заботясь пока об их выравнивании. Жаль, в EasyIDE нет направляющих, как, например, в том же Photoshop. Но есть инструменты выравнивания. Нажимаем на правое нижнее отверстие, и так как вся плата у нас 60 на 30 мм, то центр этого отверстия будет по аналогии с первым отверстием 58 и минус 28 мм. Остальные разместим по своим местам с помощью инструментов выравнивания. Выбираем первое и с зажатым Ctrl второе и нажимаем «Выровнять по верхнему краю».
Теперь выделяем второе и третье и нажимаем «Выровнять по правому краю». И последнее отверстие выделяю вместе с третьим. Вначале выравниваем по нижнему краю и выделяем с первым и выравниваем по левому краю. И еще выровняем дисплей по центру платы, зададим расстояние для его центра 30 и минус 15 мм. Разместим остальные компоненты там, где хотим их видеть, с тем учетом, чтобы было проще прокладывать к ним дорожки. Например, резисторы R1, R2 и R3 удобно разместить вверху, там, где они подключаются к ножкам светодиодного индикатора, а R4 подключается внизу, там его и разместим. С правого края платы у нас разместятся разъемы для подключения датчика температуры и выход на светодиод или реле. Размещаем здесь справа два наших коннектора, один под другим. А левее них разместим микроконтроллер и сдвиговый регистр. Сдвиговый регистр целесообразно разместить первым пином вверх, так как с левой стороны расположены почти все его цифровые выводы, которые подключаются к дисплею. А микроконтроллер головой вниз. Опять же, с этой стороны у нас больше ножек, работающих с секциями дисплея. И остается один резистор на 4,7 кОм, который можно удачно разместить между разъемов. Теперь приступим к разводке печатной платы. Разводку можно делать в ручном режиме и в автоматическом режиме. В ручном мы используем окно «Инструменты платы», непосредственно соединяя дорожками ножки деталей, которые связаны синими линиями, согласно нашей принципиальной схеме. Подключить не туда, куда надо, система нам не позволит. По мере соединения связующие линии исчезают. Пока они остаются, значит, что-то с чем-то не соединено. Проведя первую дорожку, можно задать ее ширину. Остальные будут создаваться по заданной ширине. Ширину можно задавать в миллиметрах или в милах. 100 мил – это 2,54 мм, стандартное расстояние между ножками DIP-компонентов. Переключиться между размерами можно, нажав на свободную область платы, либо в верхнем меню «Вид единицы». Минимально возможная ширина дорожек при последующем изготовлении платы указана на сайте JLC-PCB. Составляет она для 1-2-слойных плат 0,127 мм или 5 мил. Такое же допускается минимальное расстояние между дорожками. Чем больше тока у нас будет проходить по дорожке, тем толще она должна быть. Но чем толще дорожки, тем меньше у нас их поместится на единицы площади, и тем сложнее развести плату. Вполне можно сделать стандартную толщину дорожек 10 или 15 мил, а для тех, что связаны с питанием, увеличить, например, до 20 или даже 30 мил. Если по какой-то причине нет возможности провести дорожку по лицевой стороне, можно с помощью переходного отверстия VIA перейти на другую сторону платы. И выбрав редактирование нижнего слоя, дорожки на нем отображаются синим цветом, соединиться с нужной деталью. Второй вариант, позволяющий сэкономить кучу времени, это автотрассировка. Она находится в меню «Разводка», «Автоматическая разводка». Лучше не использовать облачный вариант трассировщика, так как придется непредсказуемо долго ждать, а вместо этого скачать по ссылке «Автотрассировщик» на компьютер. По ссылке открывается отдельная страница браузера, прокручиваем почти в самый низ, скачиваем файл, распаковываем файлы из архива и запускаем файл.
Появившееся окно можно свернуть. После этого снова заходим в автотрассировщик, и нам становится доступна трассировка на ПК, то есть локально. Слои трассировки у нас все, то есть верхний и нижний, то есть дорожки у нас будут идти и по верхнему, и по нижнему слою. Справа есть выпадающий список «Пропустить шину». Там мы можем пропустить те соединения, которые либо уже провели самостоятельно, либо пока хотим пропустить, чтобы потом развести сами. Пропустим только шину ГНД. Перед началом трассировки откроем страницу правила проектирования. Здесь мы видим, что существует одно единственное правило Default, которое будет применяться для всех соединений, кроме тех, которые мы исключили на предыдущей странице. Мы можем внести в это правило изменения, например, сделать стандартную ширину дорожек 15 мил, частоту, то есть минимальное расстояние между дорожками 8 мил, размер переходного отверстия можно оставить тот же 12 и 24. 12 мил это само отверстие, а 24 мил это внешний диаметр переходного пятака. И создадим еще одно правило, которое будет работать только для линии питания VCC. Нажимаем «Добавить», даем имя правилу, например, VCC 30. Ширина дорожки будет 30 мил, частоту поставим 10 и параметры переходного отверстия увеличим. Пусть будет 32,16. После этого ищем шину VCC, выбираем новое правило VCC 30 и нажимаем кнопку «Применить». Все, теперь для линии питания у нас будет действовать отдельно это правило. Сохраняем настройки. После этого можно запускать автотрассировку, нажимая кнопку «Запустить». Все, автотрассировка завершена успешно. Сразу видно по толщине, где у нас проходят дорожки питания. Можно вручную поправить некоторые дорожки, потому что иногда трассировщик проводит довольно странным образом их. Посмотрите, какую извилистую дорожку провел автотрассировщик, чтобы соединить микроконтроллер с резистором R3. Все можно сделать намного проще. Удаляем проведенную дорожку. Сначала проведем дорожку по верхнему слою. Далее ставим переходное отверстие. Переходим на нижний слой и ведем дорожку по нижнему слою. И уже вблизи резистора возвращаемся на верхний слой и соединяем дорожку с резистором. Также можно исправить слишком мудреное соединение с резистором R2, удалим проведенные дорожки и соединим более коротким маршрутом. И теперь, соответственно, проведем дорожку от микроконтроллера. Где есть возможность, можно отодвинуть дорожки чуть дальше друг от друга. Теперь для завершения разводки платы нам нужно подвести землю ко всем контактам, которые у нас обозначены как ГНД. К земле они будут подключены через общий медный полигон, то есть мы не будем тянуть отдельные дорожки к минусу источника питания, как сделано в случае с плюсом, а все ГНД-контакты будут объединены общим медным полигоном. В инструментах платы выбираем медная область, выбираем шину ГНД и рисуем квадрат, прикрывающий размером всю плату. Закрашиваем всю плату, но остаются незакрашенные островки. Нажимая на пунктирную рамку, выделяем всю медную область и в блоке параметров Keep Island выбираем «Да». Закрашивается вся плата. Теперь переходим на нижний слой и точно так же рисуем медную область, связанную с шиной ГНД.
Точно так же можно Keep Island выбрать «Да». Но еще не все готово. Наличие синих линий говорит нам о том, что одна из ножек сдвигового регистра до сих пор не подключена. Это 13-я несчастливая ножка, которая должна быть подключена к земле. Но получилось так, что от земли она отсечена другими дорожками и находится в полном окружении. Выход простой – просверлиться на нижний слой, где дорожек очень мало, и подключиться к земле там не проблема. Для этого проводим дорожку к центру регистра и с помощью переходного отверстия переходим на другой слой. Все, проблема решена. Вот так вот это выглядит на другом слое. Теперь у нас все подключено, и мы можем посмотреть, как выглядит плата. Примерно так она будет выглядеть, когда ее изготовят, а вот так вот, когда мы разместим на ней все компоненты. Переходим к заказу платы. Вначале сгенерируем Gerber файл. Это файл, содержащий всю информацию о нашей плате. Нажимаем Fabrication, PCB Fabrication. И нажимаем «Да, проверить плату». Если найдутся какие-то ошибки, нас уведомят. Находит ряд ошибок, связанных с шириной дорожек. Так, это у нас как раз те дорожки, которые я исправлял вручную. В общем, ему не нравится ширина 15 мил. Если нажать на дорожку, которую он провел сам, то видим, что ширина у них 16 мил. То есть при изготовлении платы есть определенные стандартные размеры, и 15 мил в этот стандарт не укладывается, а 16 вполне. Теперь прошлая ошибка исчезает, и он нам выдает ошибку, связанную с частотой медного полигона, а именно отступами между медными площадками и дорожками. Понятно, что увеличив ширину дорожек, мы уменьшили менее допустимого это значение. Нужно выделить каждый из полигонов и изменить и вернуть назад параметр Keep Island, или проще нажать кнопку «Перестроить полигон». Все, ошибок больше не найдено. Неважно, что тут плата синяя. Далее мы сможем выбрать из нескольких других цветов. Нажимаем «Генерировать Gerber файл» и скачиваем его на компьютер. Из этого же раздела Fabrication главного меню можно перейти на сайт GLC PCB для заказа платы. У нас двухслойная плата. По размеру мы укладываемся в 100 на 100 мм, и минимальный заказ у нас 5 штук. То есть изготовление будет стоить нам $2. Добавляем наш Gerber файл. Открывается окно, где мы можем посмотреть, как будет выглядеть наша плата. Здесь в начале выбор основы платы. Это текстолит или алюминий. На цену это никак не влияет. Пусть будет по умолчанию текстолит. Число слоев у нас 2. Размеры определились автоматически. Это 30 на 60. Так как в данную стоимость входит изготовление платы размером 100 на 100 мм, то есть такой инструмент в EasyEDA, как панелизация, где в рамках одной такой большой платы можно разместить 3 одинаковые нарисованные нами платы. Разделяются они с помощью механизма VCAT. В общем, это такой желобок, по которому одну плату можно потом будет отломить от другой. И в результате получить, в данном случае вместо 5 плат, 15. Но насколько я помню, за этот VCAT китайцы берут $4, а 15 таких плат мне не нужно. В общем, в данном проекте это нецелесообразно.
Далее идет количество, сколько плат мы заказываем, 5 штук минимум и до 80 тысяч, соответствующим увеличением цены. Толщина пусть остается какая есть, 1,6 мм. Цвет можно выбрать любой, на цену это не влияет. Можно даже выбрать такую пиратскую версию. Здесь у нас выбор финишного покрытия, то есть по сути лужение свинцовое, бессвинцовое и какое-то ник крутое и очень дорогое. Обойдемся самым дешевым, то что входит в 2 бакса. Далее все пункты оставляем по умолчанию. И последний пункт Remove Order Number. Если выбрать Yes, на плату не будет добавляться номер вашего заказа. Обычно добавляется номер заказа здесь или здесь, но за его удаление возьмут $1,5. Пусть пишут номер, итого цена изготовления, как и обещали, $2. Добавляем заказ в корзину и переходим к окну выбора способа доставки и оплаты. Первым пунктом идет имя, фамилия, адрес, телефон. И в зависимости от того, куда везти и способа доставки, цена меняется. Далее идет способ доставки. Тут можно выбрать самый дешевый способ Registered Airmail. Это аналог стандартной доставки на AliExpress. То есть приходит заказ по почте, в пути обычно около месяца. На следующем шаге у нас подтверждение заказа и оплата. Изготавливается плата в течение 1-2 дней, остальное время дорога. Приходят платы вот в такой коробке, изнутри завернутые в пупырку, а сами платы в герметичном пакете. Надеюсь, видео получилось полезным. Напишите в комментариях, заказывали ли платы подобным образом и довольны ли качеством изготовления. Спасибо тем, кто досмотрел видео до конца, и до встречи в новых видео.